дружки оседают в Евросоюзе. Российский бизнесмен из списка Forbes Василий Анисимов стал 7-м миллиардером, который отказался от гражданства РФ после начала войны. При этом против войны прямо он не высказывался публично. С вами Нефта. Все самое важное и интересное на этот час. Взрыв на заводе по производству «Искандеров» в Ижевске. Власти утверждают, никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. Итого, за прошедшие сутки на территории Удмуртской республики никаких чрезвычайных ситуаций не было. Борис Надеждин больше не кандидат. Единственному антивоенному оппоненту Путина ЦИК отказала в регистрации. Никто в Кремле не возьмет на себя смелость сказать: а давайте посмотрим. Голову уже оторвут сразу, свои же. Перемирию длиной в 135 дней не суждено состояться. Премьер-министр Израиля отверг предложение Хамас. Мы находимся на пути к полной победе. Победа в пределах досягаемости – это не вопрос лет или десятилетий, это вопрос месяцев. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что нет иного решения, кроме полной победы. Дорогие подписчики, не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Мощный взрыв в Удмуртии прогремел накануне вечером. Бавовну наблюдали местные жители в районе Воткинского завода. Предприятие производит межконтинентальные ракеты стратегического назначения «Тополь-М», а также ракеты для комплексов «Искандер-М». Российские пропагандисты поспешили заявить, что рвануло на полигоне во время плановых испытаний ракетных двигателей. А в МЧС республики заявили, что пожаров они не фиксировали. Ну а главной проблемой для региона стал снегопад. Да и глава республики не заметил ничего необычного у себя в регионе. Итого, за прошедшие сутки на территории Удмуртской республики никаких чрезвычайных ситуаций не было. Поэтому продолжаем спокойно и неспокойно бороться со снегопадом. Надеюсь, так будет и дальше. Взрывы в Николаеве и Одессе. Воздушные силы Украины уничтожили 11 из 17 российских беспилотников. В Николаеве повреждены более 20 зданий. Спасатели потушили 2 пожара, которые возникли после ударов. В Одессе обломками повреждены 2 здания. По данным местных властей, и в Николаеве, и в Одессе никто не пострадал. Кроме того, российские войска обстреляли город Селидово в Донецкой области. Под удар попала жилая застройка, где рядом с частным сектором находятся многоквартирные дома. 1 человек погиб, среди пострадавших ребенок. По меньшей мере 1 человек погиб и 7 ранены в результате ночных обстрелов Селидова. Среди раненых ребенок 2017 года рождения. Россияне 7 раз обстреляли город, повредили 7 многоэтажек, 3 частных дома, 3 учебных заведения и админздания. Кроме того, пострадали 8 автомобилей. Это только предварительно известные последствия. Точные масштабы нанесенного ущерба устанавливаем. Путин наступает на пятки, а мы отступаем? Именно так президент США Джо Байден отреагировал на провал в Сенате США законопроекта о безопасности границ и иммиграции, который позволил бы разблокировать помощь Украине. Об этом пишет Bloomberg. Очередное голосование в Сенате провалилось, документ не набрал необходимых 60 голосов. Республиканцы не поддержали законопроект, заявив, что он не предусматривает достаточных мер для укрепления американской границы с Мексикой. После этого сенаторы и демократы вынесли другой законопроект об иностранной военной помощи, в том числе Украине, уже без мер по защите границы. Повторное голосование пройдет вечером 8 февраля. Если есть еще кто-то, кроме Дональда Трампа, кто жаждет хаоса в Сенате, так это Владимир Путин. Если мы потерпим неудачу в этот момент, если мы бросим наших друзей в Украине на растерзание Владимиру Путину, то история бросит позорную тень на сенаторов, которые блокируют финансирование. Мы должны поступить правильно, это вопрос первостепенной национальной важности. Борис Надеждин больше не кандидат. Единственному антивоенному оппоненту Путина ЦИК отказала в регистрации. Также за бортом президентской гонки и лидер коммунистов России Сергей Маленкович. Центральная избирательная комиссия нашла у Надеждина более 9 тысяч недействительных
подписей. Это в 3 раза выше допустимой нормы. Представитель комиссии Николай Булаев уточнил, что это указывает на использование старых баз для фальсификаций. Кроме того, среди подписантов было целых 8 мертвецов. Но нельзя переходить границу, когда у нас умершие люди появляются в списке за подписантов, за кандидатов. Тогда дойти можно до маразма, что и кандидат уже может какие-то списки пополнить. Поэтому данные факты говорят о том, что люди, работавшие по составлению списков, для меня это понятно, я не первый раз собирал эти списки. Это значит, что база данных старая была использована для того, чтобы фальсифицировать подписи избирателей. До выборов были допущены, конечно же, Владимир Путин, самовыдвиженец, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Вячеслав Диванков от Новых людей. Надеждин путинской вертикали становится всерьез опасен. Не в том смысле, что он станет президентом. Вот насчет этого, по-моему, никто не заблуждается. Но в том смысле, что он может консолидировать около 20 или, может быть, даже больше процентов голосов. А это нарушает весь электоральный ритуал, который должен продемонстрировать, что у нас в стране есть один стальной, бронзовый, гранитный Владимир Владимирович Путин, и у его ног там копошится какая-то кучка пигмеев, над которыми он возвышается. И вдруг из этой кучки начинает расти человек, причем быстро расти, который говорит о том, что война – это ошибка. Про преступление он не говорит, поскольку понимает, где живет. И он эту войну прекратит. И прямо говорит, что Путин совершает ошибки и так далее. И собирает растущую поддержку. Такого допустить нельзя. Никто в Кремле не возьмет на себя смелость сказать: а давайте посмотрим. Голову уже оторвут сразу. Свои же. Не случилось чудо и на внеочередных выборах президента Азербайджана. Действующий глава страны Алиев избран на 5-й срок. По предварительным подсчетам ЦИК, Алиев набрал чуть больше 92% голосов избирателей. Явка составила рекордные 77%. Две основные оппозиционные партии отказались от участия в выборах из-за их недемократичности. Оппонентов у Алиева было 6, и все они провластные политики. Внеочередное купание в народной любви диктатор решил провести на волне хайпа после присоединения Нагорного Карабаха. Среди так называемых международных наблюдателей, которые признали выборы исключительно честными и прозрачными, это сплошь российские пропагандисты, завсегдатаи помойных шоу на ТВ России. Что скажут депутаты Европарламента, Совета Европы? Будут молчать или поздравят азербайджанский народ и господина Ильхама Алиева? Что они могут предъявить сплоченному мнению азербайджанского народа, который выбрал с феноменальным результатом поддержки, который не снится ни одному западному политику, своего лидера Ильхама Алиева? Перемирию длиной в 135 дней не суждено состояться. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение Хамас. Террористы хотели отпустить заложников в обмен на заключенных палестинцев, а также предлагали Израилю покинуть территорию сектора Газа в обмен на 4,5 месяца прекращения огня. Что касается заявления Нетаньяху, мы считаем, что он пытается преодолеть свой кризис. Он страдает от кризиса в своем правительстве, он страдает от кризиса в действиях своей армии, он страдает от кризиса на своих улицах, и он пытается выразить это иначе. Премьер Израиля, в свою очередь, заявил: победа близка, и только полное поражение Хамас обеспечит безопасность Израиля. Он также распорядился о наступлении на город Рафах на юге Газы, где нашли убежище сотни тысяч палестинцев. Нетаньяху уверен, что израильская армия окончательно победит группировку в течение нескольких месяцев. Мы находимся на пути к полной победе. Победа в пределах досягаемости. Это не вопрос лет или десятилетий. Это вопрос месяцев.
Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что нет иного решения, кроме полной победы. Если Хамас выживает в Газе, то это лишь вопрос времени до следующей резни, а ось зла в лице Ирана и его ставленников продолжит свою кампанию убийств и агрессии без перерыва. Только полная победа позволит нам восстановить безопасность в Израиле, как на севере, так и на юге. Литва с 1 марта планирует закрыть еще 2 контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью. Речь идет о КПП в Лаворишкисе и Райгардесе, 2 из 4 пунктов, которые по-прежнему функционируют. С таким предложением выступила комиссия национальной безопасности страны. В Литве также хотят усилить контроль за автобусным сообщением между Литвой и Беларусью и сократить выдачу разрешений частным перевозчикам. Кроме того, в Департаменте госбезопасности предлагают ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожном пограничном пункте Кяна, а также запретить пешеходам и велосипедистам пересекать литовско-белорусскую границу. Мы наблюдаем рост белорусской активности в области разведки, и нет сомнений, что люди, которые едут в Литву, могут быть использованы белорусскими спецслужбами в качестве информаторов и получать определенные задания. Адам Кадыров получил новую медаль за победу в соревновании, в котором он не участвовал. Юный чеченский коллекционер наград получил очередную за победу в соревнованиях спецназа. По итогам одного из дней лучший результат показала команда бойцов специального полка МВД «Ахмат». Во главе ее на сцену вышел отпрыск Кадырова. Это не первая спортивная победа орденоносца. В 2021 году ему присудили победу техническим нокаутом в поединке с Асланом Битировым. Последний доминировал в бою, наносил удар за ударом Кадырову, как вдруг рефери остановил бой и начал отсчет нокдауна. Битиров при этом стоял и был готов продолжать бой. Рекордный полет. 102-летний экс-командир эскадрильи королевских ВВС Великобритании Джек Хэммингс поднялся в небо на самолете Spitfire. Им он управлял впервые. Хэммингс совершил 20-минутный полет из лондонского аэропорта Биггин-Хилл. Теперь он считается самым старым британцем, летавшим на истребителе времен Второй мировой войны. Своим поступком мужчина хочет привлечь внимание общественности и собрать средства для благотворительной организации. Ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!